Здорово! Дело вот в чем. Пришли машины из Германии. 2 штуки. Похожие по длине. Я бы даже сказал, что они вообще одинаковые по длине. 6,98. Одинаковые. Но разные. И вы такие приходите. Ага, здорово, там Саша, Гриша. Ну, что купить из этого? Оба Мерседеса, оба Хюмера, оба с зимним пакетом, оба переднеприводные, оба 4-местные. Хотя нет, BMCT будет 5-местный. Вот мы пошли с вами по различиям уже. Если бы я в большей степени стоял бы в кемпингах, на стоянках и меньше ездил, то я бы купил BMCi. Почему? Потому что теплее и потому что кабина все-таки здесь жилая, в отличие от BMCT. В BMCT можно удобно передвигаться, ехать, кабина, вот у тебя все рядом, лобовое стекло, вот оно. То есть все привычно, ничего тебя не отвлекает, ничего тебя не беспокоит. На BMCi немножко другие ощущения. Ты едешь как в фургоне, в автобусе, не знаю, не хочу сравнивать там с рейсовым автобусом или там троллейбусом, но ощущение большого пространства, оно вас никогда не покидает. Конечно, другой обзор из кабины, все видно очень хорошо. И получается, что вы не только в кабине ездите, но вы еще в ней и живете, потому что здесь по всему периметру кабины проложены радиаторы жидкостного отопления Alde. У BMCT этого нету. Да, пока вы едете, туда поступает воздух, там тепло, но когда вы останавливаетесь, у вас сидушки поворачиваются в салон, задергивается шторка, ну и в принципе все. Вся вот эта часть, она у вас уже не работает. А здесь, посмотрите, длинный большой капот у Мерседеса, он фактически никак не работает. А он здесь ну, практически метровый, да, вот если взять вот отсюда. А в BMCi этого капота нету. Он здесь маленький, он открывается, вы можете также подлить сюда омывайку справа, слева, охлаждающую жидкость, в принципе, все. И капота как такового нету. Есть большое лобовое стекло, за которым уже начинается жилое пространство. Я смотрел много интересных фильмов про автодома, и там вот эта часть, этот подоконник, я так его назову, как-то работает. Там девушки ставят цветы, туда кладут какие-то игрушки, как-то обживают вот эту часть. Я думаю, туда можно постелить матрас и положить еще одного человека. То есть здесь больше пространства именно для жилья. И есть небольшой риск, то что в случае, да, каких-то мелких ДТП здесь более редкие запчасти. Вот этот капот, да, придется заказывать именно на Хюмере. Обычный мерседесовский ты сюда уже не поставишь, нужно будет покупать такой. Хелловские фары будут подороже. Какие-то еще детали там, связанные именно с кузовом, конечно, они, да, могут вас потревожить. Но это форс-мажор, друзья. Тут, как говорится, никогда не угадаешь, да, где мы завтра будем. Ну и, конечно, кровать. Если в BMCT она опускается над гостиной и фактически вы за столом уже сидеть не можете, то в BMCi она опускается, оставляя, в принципе, возможность кому-то, кто проснулся раньше, из задней спальни прийти, посидеть, что-то поделать. Тогда как опускаемая кровать, она перекрывает проход, вы даже, в принципе, не можете выйти из автодома, там, не присев на корточки. Ну так, надо сильно наклониться, чтобы при опущенной кровати в BMCT выйти там погулять. Вот. Ну что ж, я хочу вас пригласить внутрь BMCT 550, потому что обзор BMCi смотрите по ссылке справа вверху. Там все подробно рассказано, какие кровати, как выглядит санузел и, собственно, в чем фишка этого автодома. Пойдемте в BMCT 550. Добро пожаловать. Автодом BMCT 550 White Line. Белая линия, если по-русски выражаться.
Я хочу с вами поделиться впечатлениями. Наверное, вы за этим и приходите на канал посмотреть и попытаться понять, в чем разница между этими машинами. Я вам так скажу. Ну, гостиная здесь такая более, наверное, прижатая со всех сторон. Прижатая со всех сторон. Во-первых, видите, у меня здесь над головой сразу кабина. Все, с ней ничего не сделаешь, она вот есть и есть. Да, тут есть шторки, можно задернуться вот на эти шторки, пустить их вот здесь по карнизу, за спиной, все, уже кабины будет не видно, ну и как бы ничего нет за спиной, все, тут все заканчивается. То есть жилого пространства в кабине, как, допустим, в BMCI, здесь как такового нету, тут просто сидушки и все. Еще один диван здесь появляется, он большой такой, ну, я имею в виду, что для одного человека он более чем приличного размера. Здесь есть крепление для установки 5-го места с ремнем безопасности. Оно лежит в багажнике. Ну, такое отдельное черное кресло с ремнем. Пристегиваемся и едем. По-моему, ремешок, да, на нем как раз и находится. Ну, смотрите, если в BMCI у вас ехало по закону ровно 4 человека, то здесь могут ехать 5. А в остальном, смотрите, те же самые поворотные кресла, но опять же напомню, что в интеграле все-таки кабина больше, кресла, перед тем, как вы начали снимать, мне приходилось их поворачивать, это делать несколько сложнее, чем в BMCI, потому что там они легко поворачиваются, там есть куда пойти спинки, здесь их приходится туда-сюда двигать, вот, и здесь как-то вот между ними тоже какой-то немножко узковатый проход. Вот. Угловая гостиная группа, в принципе, одинаковая. Ну, может быть, в BMCI она немножко, но побольше. Ну, самую малость. Ну, по-другому все сделано. И хотел еще добавить, что здесь также высота потолка меньше. Если там был дефицит у меня вот здесь немножко над головой, потому что там была кровать, да, вот это. То есть, ну, я мог встать, но как бы не совсем вот так вот, распрямив голову. То здесь над головой, именно в столовой группе, висит кровать. Вот если я ее сейчас опущу, давайте попробуем это сделать, кстати, сразу. Кстати, чтобы она полностью опустилась, нужно убирать подголовники. Ну, например, если там кто-то еще спит или уже спит, то здесь, в принципе, можно посидеть, поужинать или позавтракать и никого не будить. И с этой опущенной кроватью, в принципе, можно даже начать движение. Ну, желательно, конечно, чтобы наверху никого не было, но в крайнем случае, в каком-то там в экстренной ситуации в какой-то, вы можете начать движение и с опущенной кровати. Видите, даже ничего не пищит, потому что обычно, если вы даже ступеньку забыли поднять или там закрыть какую-то дверь, у вас будет сигнализировать табло, что у вас там что-то не закрыто, что-то опасно. С опущенной кроватью, в принципе, можно ехать. И даже я не вижу, чтобы там где-то был какой-то запрет. То есть главное, чтобы человека не было, когда вы ее поднимаете вверх. В принципе, вот, наверное, и все. То есть гостиная здесь визуально и, скажем, в общем, гостиная здесь визуально меньше из-за того, что над головой у меня кровать. Но зато здесь могут сидеть четко, без стеснений 5 человек. И также могут передвигаться 5. Хочу снять подголовник, все-таки опустить кровать в самое нижнее положение, понять, как это выглядит. Все. Можно ложиться спать. Забраться сюда, конечно, будет немного посложнее, чем в BMCI. Там прям встал на стол и полез. Здесь как-то на кухонной уже не хочется вставать, поэтому я достаю лесенку, подставляю ее сюда и залезаю. Вот. Ну, смотрите, в BMCI там кровать, она была над кабиной, там вокруг был вот этот приятный материал, то есть, ну, все-таки какое-то отдельное помещение, уголок такой. Здесь у тебя получается вылет и вперед, и назад. Если будут спать дети, например, и не хотите, чтобы они у вас попадали, то вы, конечно, будете
крепить сеточку вот такую. С той стороны она тоже есть. Вот. Ну, она здесь, конечно, немножко поуже, как ни крути. Вот. И, кстати, вот благодаря тому, что она вот такой вот интересной формы, то есть к ногам она уже, здесь, получается, можно теперь пройти из кабины на улицу. И гусиным шагом придется, можно даже не выходить. Можно протискиваться так, кстати. Вот. Раньше этого не было. Видите, я могу спокойно при опущенной кровати, если кого-нибудь за пяточку пощекотать, и выйти на улицу. Кухня. На мой взгляд, да, мне кажется, это объективно, что здесь она интереснее, больше и функциональнее, чем BMCI. Почему? Потому что вот имеет Г-образную форму, ну, может быть, раковина приблизительно такого же объема, но плита побольше. Две одинаковые горелки, и посередине для кофеварки маленький у нас огонь. Пожалуйста, варим кофе, завтраки готовим. Больше лоток для кухонных принадлежностей, но все-таки уже не 4 человека, а 5 едут. Ящики немножко другой формы, но все они тоже с доводчиками, все выдерживают 15 килограмм, но здесь они вот реально большие, посмотрите. Тоже 15 килограмм. Здесь, кстати, находятся все краники, которые перекрывают подачу газа. О, слушайте, ну, здоровые шкафы, ничего не скажешь. То есть хозяйки, наверное, будут топить за эту кухню. Может быть, не за машину в целом, но кухня, это им точно понравится. Холодильник одинаковый по размеру, тоже морозильная камера, Тедфорд, все те же самые лотки, полки. Тут, как говорится, разницы никакой не будет. Но смотрите, какой гардероб. Там он был практически в 2 раза меньше. Почему? Потому что там были другие гардеробы, которые располагались в кроватях, а тут этого нету, друзья. Вот, пожалуйста, один гардероб. Он двухэтажный, вверху с подсветкой, внизу почему-то нет, не стали ставить. Сами можете заходить, можно туда что-нибудь замоклачить, какой-нибудь цвет красивый. Вот, то есть вот весь ваш гардероб, он находится здесь. Там, помните, были 2 продольные кровати и под ними еще 2 шкафчика, один побольше, другой поменьше. Здесь все, друзья, заканчивается, но сюрприз. Здесь еще небольшая полка, но сюда особо ничего не повесишь, но вещи сложить можно. То есть вот это такой тамбур между гаражом и жилым помещением. Ступеньки здесь никак не регулируются, здесь вот есть небольшой только короб. Вот. Видите, даже автоматический свет включается. И я подозреваю, что душевой модуль здесь, ну, я подозреваю, что туалетная комната здесь будет одинаковая. Ну, давайте посмотрим. Ну, как вы могли заметить, дорогие зрители, душевая, туалетная комната, 2 в 1, они совершенно одинаковые. Ну, тут небольшие отличия есть в шкафчиках, но так же, как и в BMCI, тут слева душевая кабина оборудуется, справа зеркало, умывальник и внизу биотуалет. Вот. По-моему, в BMCI поменьше будут шкафчики. Ну что вам сказать по поводу этой спальни? Мне такая нравится больше. Да, она компактнее, проще, но уютнее. Все-таки там места много, можно трансформировать, можно как-то лечь отдельно. Но здесь, когда вот большой матрас, здесь все как-то проще, не будешь чувствовать вот эти стыки там между ними и так далее. Вот. Но это очень индивидуально. Все-таки там функциональнее, интереснее, что-то туда-сюда можно менять, ложиться можно и вдоль, и поперек. А здесь, пожалуйста, залез, лег поперек, и если нужно кому-то, кто спит у стенки, вдруг захотелось в туалет, то да, придется как-то перелезать. Вот. Но что, зато удобно спать. Ну давайте попробуем организовать здесь дополнительное спальное место, которое нам тут обещают. Делается это, по-моему, вот так вот. А теперь мы укладываем специальную вставку.
Немногие решат этот ребус, поэтому смотрите и запоминайте, как это сделать правильно. Это делается приблизительно вот так. А сюда нужно положить еще один квадратный пуфик. Ну что ж, последняя деталь пазла. Вот, и, в принципе, взрослый человек ростом 180 или даже больше сантиметров может здесь лечь. Если человек двухметровый, например, то мы убираем вот эту подушку, убираем эту подушку, и получаем уже большую кровать. Вот. Получается, это 5-е спальное место. 5-е. Если мы собираемся поехать, допустим, в какой-то мужской такой компанией, там, на охоту, рыбалку, и нам нужно как-то четвером спать раздельно, то здесь этого не получается. Потому что один может спать наверху, второй на шикарной хозяйской задней кровати, и третий вот здесь. А в BMCI была возможность все-таки разъединять заднюю кровать на 2 отдельных. Ну, вот такие вот разные планировки. Чем-то эти машины очень отличаются, но концептуально очень похожи. Оба построены на SLC шасси с большим двойным полом, с большими запасами воды. Обе модели имеют зимний пакет с догревателем Eberspächer, который вот очень хорошо нас сегодня зимой подогревал. Если я вам помог разобраться, в чем разница, если вы однозначно поняли, что нужно вам вот это или точно вот это, то, конечно же, я очень рад. Иначе зачем все это снимать и рассказывать? Если интересно приехать и лично посмотреть на эти автомобили, приглашаю вас в Москву на проспект Мира 150. Покажу я, может быть, Григорий с удовольствием выйдет, вам расскажет про эти машины. Может быть, мы вас даже прокатим при желании. Здесь вот неподалеку по площадке. Ну, наверное, сложно, конечно, будет вам почувствовать какие-то ходовые качества этого автомобиля. Но поверьте уж мне, все покупатели, которые останавливали свой выбор на BMCT, очень довольны этой техникой, до сих пор пишут письма благодарности, типа: Александр, спасибо за помощь в выборе автодома. Выбирайте, приезжайте, надеюсь, машины еще будут на стоянке. Счастья вам! И, конечно же, желаю всем найти и купить автодом своей мечты. Пока!